Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новое видео. И сегодня хочу рассказать вам про один интересный проект, который находится в Черногории и называется он Порто Монтенегро. Многие из вас, возможно, про него уже слышали или даже, возможно, посещали. Но я хочу сегодня поговорить о другом. Я хочу поговорить о бизнесе. Почему такое место вообще появилось на карте Черногории и создало некий вектор развития лакшери направления в стране. Итак, Черногория – это маленькая балканская страна с населением в 600 тысяч человек, которая в 2006 году отделяется от Сербии и становится независимой. До этого на протяжении многих лет она является такой жемчужиной Адриатического побережья, и сюда едут люди со всех близлежащих стран. Те, у кого есть возможности, едут на Свете Стефан. Это остров, о котором наверняка вы слышали или видели на картинках о Черногории. По сути, это единственное премиальное место на побережье страны. Место, которое посещали всемирные знаменитости и люди с высоким достатком. Но по факту оно недоступно для обычных посетителей. И, пожалуй, это все, что можно было сказать про премиальный туризм в Черногории в то время. В 2007 году канадский предприниматель Питер Манк, посетив Черногорию, решает, что это очень классная локация для состоятельных людей. Он увидел то, чего не видели другие. Он знал, что люди с возможностями всегда ищут уникальные локации для посещения. И такое место есть. По сути, вот она, Черногория. Это маленькая бутиковая страна, в рамках которой вся природа – это как один большой национальный парк. Но есть одно но. В этой стране нету инфраструктуры. Практически никакой. Зато здесь есть несколько уникальных моментов, которые приглянулись Манку. А именно низкие налоги, соседство с Европой, валюта в евро, при том, что страна не является членом Евросоюза, климат, природа, в общем, чего стоит только один Бока-Которский фьорд. Он обращает внимание на заброшенный военный порт, оставшийся здесь со времен Югославии. Порт, который в былые времена мог принять большие военные корабли и подводные лодки. Порт со всей своей инфраструктурой, где можно швартовать корабли в гавани, также их ремонтировать и содержать. И тогда Питер Манк открывает телефонную книгу и звонит следующим людям. Это Бернард Арно, Олег Дерипаска, лорд Якоб Ротшильд. И все они вместе понимают одно. В перспективе это место – это самый большой порт для мега-яхт Европы. И чтобы вы понимали, мега-яхты – это по сути частные корабли от 80 метров и более, стоимость которых начинается от $250 миллиарда до бесконечности. Да, и самое главное, мега-яхты – это всегда большой чек. И в мире не так много мест или не так много портов, которые могут принимать подобные яхты, что в принципе теперь уже и делает Черногорию уникальным предложением. Идея заключалась в том, чтобы предоставить ультра-лакшери опыт и сервис в тех местах, где этого нету. Но самое главное – это понимать, что нужно таким людям, которые способны оплатить абсолютно любой чек. И Питер Манк понимал, он знал, что им нужно. Так вскоре и появляется проект под названием Port of Montenegro или попросту Порто Монтенегро. Сам Манк в одном из своих интервью говорил: «Мы выбрали индустрию и целевую аудиторию, которая всегда развивается независимо от экономической ситуации. А именно, это сегмент суперяхт уровня лакшери». Обратите здесь внимание, аудитория, которая развивается независимо от экономической ситуации. Учитывая, что предложение стало в своем роде таким уникальным в данной локации, то за годы существования порта здесь можно было наблюдать такие мегаяхты, как Азам, самая крупная частная мегаяхта 180 метров, Эклипс 162 метра, который владеет Роман Абрамович, Дубай 162 метра, Дилбар 156 метров и даже самая инновационная Sailing Yacht A 142 метра. И как мы помним, в бизнесе очень важно при минимальных издержках получать максимальную прибыль. Именно поэтому есть практика создания лакшери-локаций в местах с невысоким уровнем жизни, например, как в Азии, в Индии, на Мальдивах. И Черногория, а именно Порто Монтенегро, в этом плане становится прекрасной локацией для организации подобного бизнеса. Подобные проекты, кстати, не уникальны. Они существуют и в других странах. Например, ранее я вам рассказывал про Moto World, который находится в Штутгарте. Это старый переделанный военный аэропорт, который теперь стал кластером для автоэнтузиастов, любителей Porsche, Lamborghini, Mercedes и прочих дорогих автомобилей.
Вот так и создаются точки притяжения. И здесь конкретно военная база становится ультрасовременным портом для мегаяхт, а старый город преобразовывается в большой центр с ресторанами, отелями, дорогими магазинами и бутиками. Так и появился целый город-порт под названием Порто Монтенегро, без посещения которого сейчас не обходится ни один турист, приезжающий в Черногорию. Ну а в чем же бизнес? Ведь мы должны ответить с вами на главный вопрос, почему и зачем. Ровно таким же вопросом любой бизнесмен задается, прежде чем начать что-то делать. Ведь наверняка люди, которые изначально инвестируют большие суммы денег в подобные проекты с локациями, где есть повышенный риск, не делают это по зову души. Они смотрят на цифры. Для того, чтобы было проще ответить на этот вопрос, давайте на самом-то деле посмотрим на структуру порта Монтенегро. Это два основных направления. Яхтерный порт и резиденции. Порто Монтенегро строит марину, места в ней продаются, вернее сдаются на 50 лет, тем самым привлекая средства от инвесторов. Потом эти места сдаются яхтам, встающим тут на парковку, как вы помните, на месяц, на год, на неделю и так далее. И во всех случаях Порто Монтенегро зарабатывает сначала на продаже, потом на аренде и обслуживании этих мест. Подобная же ситуация происходит и с недвижимостью в деревне. Она сначала продается, например, как инвестиция, а потом сдается в аренду. Ведь в Черногорию в год посещает более 2 миллионов людей, что в 4 раза больше, чем собственное население страны. Тут Порто Монтенегро тоже сначала зарабатывает на продаже, а потом на обслуживании, а потом еще и на аренде. И дальше у нас есть еще ритейл-пространство. Это те самые точки притяжения, такие как магазины, кафе, рестораны, бары. А это опять же аренда плюс процент с оборота или там процент с продаж. И чем больше людей посещает эту локацию, тем больше доход. Вот тут, в принципе, экосистема и замыкается. Порто Монтенегро, по сути, становится некой такой площадкой, или, можно сказать, даже оффлайновым маркетплейсом, на котором есть определенный порог входа, а дальше вечная подписка и комиссии с продаж. При этом все в целом зарабатывают на туристе, которому не важны экономические перепады, ровно так, как нам рассказывал Питер Манк в своем интервью. Спустя некоторое время проект покупает ACD, это инвестиционный фонд Дубай, имеющий более 13 триллионов дирхам инвестиций в 85 странах по всему миру. Поэтому вслед за Порто Монтенегро в рынок приходят и другие проекты, такие как Порто Нови, ультра-лакшери резорт One and Only, Луштица Бэй с планами застроить целый полуостров. И это кардинально меняет положение Черногории на карте Европы с точки зрения премиального туризма. И таким образом это показывает, как один проект за 10 лет своего существования и развития меняет целую индустрию. Друзья, надеюсь, вам было интересно. Если так, то обязательно подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите свои вопросы, оставляйте комментарии. Буду рад на них ответить. Спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся в следующем видео. Пока!